Привет, друзья! А сейчас раннее утро, 6:55, и мы с вами сегодня отправляемся исследовать пляж Палалем, один из красивейших пляжей Южного Гоа. Первым делом вам нужно доехать до города Маргао. До Маргао от каждой деревушки ездят автобусы. Ну, это если вы едете самостоятельно, то вы можете доехать на байке, можете доехать на автобусе. Как раз заодно и узнаем, есть по воскресеньям автобус или нету. Доезжаем до Маргао, там пересаживаемся на автобус Маргао-Палалем и доезжаем до пляжа Палалем. Стоимость, допустим, с Биталбатима до Маргао составляет 20 рупий, а с Маргао до Палалема стоимость составляет 60 рупий. Мы не дождались автобуса. Вот в воскресенье хотели посмотреть, как он ходит. Будет чуть позже, поэтому мы сейчас возьмем байк, поедем до Маргао, до автобусной станции, и там пересядем на Палалем. Припарковали своего коня, свою лошадку. Кстати, напомню, если кто не смотрел наше видео, парковка байка на день, на 12 часов, на целый день стоит 20 рупий. А мы приехали с вами на автобусную станцию города Маргао. А вот Канкона, Палалем. И вот мы сразу видим наш автобус. Палалем. Канкона, Палалем. Кстати, ребята, вот чисто случайно стоял на остановке. И если кто-нибудь с Маргао соберется ехать в Старая Гоа, есть тоже автобус, вот вы видите, отправляется Маргао, Панаджи, Олд Гоа, Старая Гоа. Так что можно до Старого Гоа доехать без пересадки. 50 рупий до Старого Гоа. Где пошире места. Места узкие, сиденья узкие, коленки упираются, ехать не очень удобно. Они рассчитаны только на вид. Они все маленькие. От Маргао до Палалема ехать 30 километров. Ну, дорога где-то час с небольшим составляет. Потому что там как серпантин. Заезжаем в город Канкона, а потом едем на Палалем. А вот обратно, чтобы добраться, вам нужно доехать до Канконы и сесть на автобус на Палалем. Но если вам повезет, можете прямо с пляжа уехать. Самые лучшие места в автобусе — это позади. Видите, расстояние между коленкой и сиденьем большое. Но это для тех, у кого ноги длинные. А сзади, на самом деле, оно будет трясти вас очень сильно, потому что здесь такие полицейские, что так это, ну да, на тебе подпрыгивать прямо до потолка. На большое расстояние, конечно, неудобно. Но также есть вакантное сиденье впереди. Первых слева и справа два места. Там тоже с большим. Но там постоянно дверь открывается, постоянная движуха, пыль, и поэтому... Так что выбор такой невелик. Мы сели на самое последнее. Получается буквально 10 метров до поворота на пляж Палалем. И пляж Палалем вот впереди. Там сувениры, драгоценности продают. Аптека. Мусор убирается. Ресторанчики тоже есть. Ну, ребята, что я могу вам сказать? Если, допустим, кушать на самом пляже Палалем, ну, это так значительно ударит по вашему карману, конечно, вы понимаете, потому что рестораны там, как бы, они совмещены с отелем, и, как правило, ну, цены мы сейчас скажем. Цена, допустим, составляет самый дешевый номер 2500, самый дорогой 7500, до $100. Соответственно, и цена в ресторанах тоже будет такая завышенная. Если вы захотите, допустим, покушать побюджетней, то лучше выйти, пройти по этой пешеходной улице. Здесь полно ресторанчиков. Если чем дальше от пляжа, тем дешевле вам обойдется еда и жилье.
еще перед пляжем есть туалеты, кому нужно перед самым пляжем. Стоимость туалетов, она везде по Индии составляет 10 рупий. Так, ребята, зашли мы на пляж. Вот так вот выглядит пляж Палалем. Вот лодочки, созывалы. Что могу сказать? Если вы приедете на пляж, хотите сделать какую-то экскурсию, снять байдарки, допустим, покататься, не снимайте в начале пляжа. Пройдите или влево, или вправо. Потому что, допустим, экскурсия на остров Бабочек, вон на тот остров, составляет, если вы войдете, они предлагают 3000. Если пройти дальше, то там 1500. Но было такое, что нам даже предложили за 750. Так что походите, лучше поспрашивайте. Байдарка в среднем вам обойдется около 300 рупий. Попробуйте сторговаться, может и 200. Потому что так они вначале просят 500. Дальше мы брали там 200. Так, что касаемо массажа. Мы делали 500 рупий. Самый дешевый, который... человека. Самый дешевый, даже 400 нам предлагали. Сейчас я объясню такую картину. Массаж здесь вам будут предлагать за 1500, за 1800, за 2000 рупий. Но поверьте, все везде одинаково. Уже испробовано. Сделают вам за 2000 или за 400. Даже бывали такие случаи, что созывалы, они-то свой комиссионное имеют, могут привести к одному и тому же человека за 2000 и за 400. Так что были такие случаи. Так что не переплачивайте. И, ну, массаж, скажу честно говоря, в Индии, ну, не очень. Ну, нам не понравился, нам не зашел, потому что, ну, можно сказать, такое поглаживание, честно говоря. Вдоль береговой линии под пальмами располагаются, вот вы видите, отели. Вот мы сейчас попробуем, давай зайдем в один из них, спросим тоже, сколько стоит номер. И рядом же с отелем, с этим же отелем, есть вот ресторан. Как правило, отель, небольшой отельчик, ресторанчик. Все так это слажено. Rent room how much? 2000. This one. 2000. 2000. Такой вот номерок, 2000 рупий. Так, вот такой ресторанчик. Просто зашли с другой стороны. Видим такие стульчики, столики, где люди обедают. Hello. Так. И заходим. Вот координаты этого отеля. И how much room rent? This one? Да. 1500 without AC. Вот этот номер вам обойдется 1500. Смотрите, кондишена нету, но есть вентилятор. Шкаф есть. Стол есть. Как бы маленький. Ну, я так думаю, что туалет пока еще не убирали. Вы видите сами, в каком он, конечно, состоянии. Ну, выбор остается за вами. Но мыло лежит. Я сюда уже даже заходить не буду. Но цена 1500. 1500 это, в принципе, нормальная цена. Да, такой балдахин, чтобы комары не кусали. Так, вот сейчас еще забежим в Брентон. Спросим, есть ли у них свободные номера. Вот опять же, видите, такой вот ресторанчик. Hello, how much rent room? Так, вот еще один отель Брентон, который с выходом прямо с видом на Индийский океан. Вот такая вот комната. Двухспальная кровать. Но они все похожи. Где-то узбе отбита, где-то оббита деревом, вентилятор. Здесь, кстати, ребята, кондиционер уже есть. Так что это будет подороже. Туалет, да, уже почище. Умывальник, туалет, бойлер, душ. Все как надо. Так, ребята, на втором этаже, что мы смотрели, номер вам обойдется 4500. А вот такие домики, которые на первом этаже, обойдутся 3200. На первом этаже тоже такой небольшой балкончик. Видите, кондиционер есть, вертлюшка это есть, туалет, душ, все как обычно, мыло.
Но я когда зашел сюда, ребята, если вы боитесь живности и ящериц, то лучше брать, конечно, на втором этаже. Потому что я зашел здесь, прежде чем свет включить и камеру, были ящерицы. Так что имейте в виду, что если вы на первом берете, к вам могут заползать всякие гости. И вот такие цены. Тут по всем отелям ходить можно бесконечно. Смысла, я думаю, нету. Все они похожи между собой. Да, где-то подешевле, где нет кондиционера, что-то похуже. Но, в принципе, они все похожи. И вдоль всей береговой вот линии это все отели и рестораны при них. И я думаю, кто сюда приедет, в любом случае без жилья не останется. Ну, а цены, вы видите, варьируются. Зависит от нахождения на втором этаже, на первом этаже, от кондиционера, от телевизора. Ну вот, как мы выяснили, примерно составляют от 1500 рупий и до 7500 рупий. Получается от 20 долларов и до 100 долларов. Так что здесь можно подобрать себе жилье, чтобы насладиться самым красивым пляжем Палалем на любой кошелек, как говорится. Вот вы видите опять массажи. Но по массажам будьте внимательнее, просто уточняйте. Картинки красивые, а как правило, ну, по крайней мере, нам он не зашел. Ну, а мы с вами прогуливаемся сейчас вот правую сторону пляжа. Видите, вот опять покажу. Здесь только что вот красиво, пальмы надвисают над берегом, прямо над отелями, над ресторанами. Поэтому вот создается такая красота, прям как на Бали. Ну вот, отправляется лодочка, вы видите. У них есть свободные места, и они нам предложили за двоих 1200. Это получается даже 600. А в начале 3000. Так что имейте в виду, что лучше не спешите, погуляйте, и вы сэкономите свой бюджет. Так, ребята, сейчас, наверное, прилив, не наверное, а так и есть. И мы не переберемся на ту сторону, но поверьте, люди там, конечно, вон тоже кто-то переплыл. На той стороне можно сделать классное фото. Там, вон, получается, на горке есть заброшенная деревня. Я туда лазил, там как бы ураганом ее немножко побило. Но люди оттуда уже ушли. Камень с головой акулы разрисованный. Тоже можно красивое селфи-фото сделать. Но и мы как бы немного не готовы, да? Не пойдем мы туда. Ты не переплывешь? Не, пройти, ну, можно, она переходит, но просто там, где речка будет, там как бы по пояс, наверное, я думаю, будет точно. Но, поверьте, ребята, если вы попадете на отливе, обязательно сходите в левую и в правую сторону. Каждая сторона хороша по-своему. Здесь мне тоже понравилось побродить. А, здесь, кстати, вы можете повстречать обезьян. Мы здесь много обезьян видели. Друзья, мы не будем переходить, потому что смысла нету. Перейдем на ту сторону, а пройти туда вот дальше, вот между полуостровом и островом, нам все равно не получится, потому что, видите, камни затоплены, там если только пробираться под джунглям. Мне еще, видите, и солнышка нет, и нет такой всей вот красоты, как-то вот тускло получается. На самом деле этот пляж очень красивый за счет вот этих вот камней очень огромных, за счет вот этих вот огромных пальм. Жилье мы вам показали. Я считаю, что все-таки приехать сюда стоит. Да, обязательно надо побывать, даже если вы просто... Можно приехать вот как мы, даже не обязательно снимать жилье, с утра приехать и до вечера нормально здесь побыть. И море здесь такое спокойное. Да. Но лучше, конечно, приехать на денек-два, отдать этих там 3000 и встретить со второго этажа рассвет, закат. Если панорамные окна, то это очень-очень, поверьте, будет красиво и здорово. Так, мы с правой стороны прошли, и сейчас пройдем вот на левую сторону. Там тоже можно забраться наверх. Есть шикарные виды. Сейчас мы вам пройдем и это все покажем. Индийцев полно. Они обижаются, когда так называют. Ну, где-то 50 на 50 или немножко их больше преобладают, наверное, индийцы. Наши, наверное, еще спят. Вчера суббота, да, вчера вечеринки, тусовки. Так что наши, наверное, еще пока не выползли со своих норок. И пока на пляже
много местных коренных жителей, буду так называть. Чтобы не обидно никому, ни индусам, ни индейцам было. Так, вот здесь тоже экскурсии, вон там девушка стоит. Мне тоже недорого. Кстати, у нее нормальная цена. Да, нормальная цена, можно у нее, кстати, тоже брать. Она, если вы войдете на пляж, то будет справа. How much? 200 rupees per person. Oh, one person 200 рупий. 200 rupees. And 2% 300. А 300? 300 come, okay? А, вот we can видите, ребята, даже и за 300 согласились. Потому что так как туристов мало, уже даже за 300 рупий согласились на байдарке. Ну, я думаю, может даже если... Двоих? За двоих, да. Нет, thank you. Ну, я думаю, если бы я поторговался и можно было и за 200 сплавать, просто неохота обнадеживать человека, а то, скажем, за 200 ну сами не 300 поплывем. рупий это тоже, это так, ребятки, дешево, вот реально. Ну, Просто 300, переведите да, вот 300. на свои деньги, и вы поймете. Потому что если съездить, например, в наш аквапарк, вот как вам это вот все обойдется. А здесь это вообще мелочь. Мы даже ехали сюда, нам эта дорога обошлась 60, 120, плюс 20, 140 и назад 140. Ну, пускай максимум, я говорю, 300 рублей. Ну, 300 рупий за двоих на автобусе. Нет, там не 300, там даже 250. Ну, я так Ну, сказала. это получается где-то 2-3 доллара вдвоем Туда и приехать. обратно. Туда и обратно. А 300 рупий, это, по-моему, там около 4 долларов. Байдарка, час покататься. Ну, а мы с вами за разговором уже прошли половина пляжа. Даже чуть больше половина. Вот, мы идем, показываем то, как оно есть. Есть на самом деле то, что Мы стоит... зашли, показали вам комнаты. Мы не надбавили эту стоимость, мы ее не уменьшили. Нам сказал вот человек, мы вам так и показали. Да, и вы Всё, видите как на есть. видео, какая комната, и вам Да, принимать решение. да. Приезжать, не приезжать. Ну вот, ребята, подошли мы параллельно, конец. да, в другой конец. Вот такой вот вдохнули мы путь. Сейчас залезем, вам покажем тоже красивое место, локацию для фото. Хотя здесь, честно говоря, тут полно этих локаций. И на камнях, и здесь можно на камнях, если там даже прилив, на этих камнях можно пофоткаться. Ну а мы заберемся сейчас вот на эту гору. Но будьте осторожны, потому что ступеньки такие ни о чем. Не из бамбука, с фанеры. И видите, как немножко опасно. Так что осторожно поднимайтесь. Ну а мы поднимемся, я потом камеру включу. Вот, ребята, мы поднялись по этой тропинке. Забрались на эти вот камни. И вот смотрите, какой вид с этих камней. Вот здесь вообще классные фото будут. Так что можно вот и на тех камнях тоже сделать. Видите, люди там тоже ходят, тоже классные фотки будут. Ну, видите, какая красота. И это вот есть пляж Павален. Сейчас мы спустимся. Я вам покажу одну штуку. На той стороне есть еще такой маленький пляж. Так, и вот туристы пошли на наше место, а мы, спустившись вниз, вот сюда идет дальше тропинка. Между тут таких вот двух скал, можно сказать. Здесь находится 4 отеля, по-моему 4. И такой вот небольшой. И если вы приедете отдыхать на пляж Павален, обязательно зайдите сюда. Потому что если вы не любите много народа, то здесь будет комфортно, потому что здесь практически никогда никого не бывает. Если вы захотите поплавать голышом. Нет, нет, ну тут это, хотя уже преувеличивает. Тут отели. Голышом плавать, это где мы Ой. плавали, это смотрите наше видео, как мы Ну что, ездили пойдем, на я дикий тебе пляж, покажу, продемонстрирую. на мыс, спускайтесь по ссылочке. Там вот вполне возможно можно и голышом. Здесь Пойдем, сейчас тебе покажу как. не надо. Ты знаешь, что за это грозит тюрьма по индийским законам. Так что рисковать мы не будем. Что я буду делать? Кому передачки носить тогда? Да. Ну, я думаю, немножко виден кусочек пляжа. Мы уже не будем спускаться, потому что Катя что-то нас плохо сегодня чувствует. Съемку веду в основном я. И мы будем выбираться. Вроде все вам, друзья, рассказали по пляжу, как доехать, сколько стоит,
как что бюджетно доехать, где что бюджетно снять, какие цены. Ну, а цены на сувениры, на майки, на рубашки здесь в туристической зоне, вы сами понимаете, что здесь как бы так это... Не, про вещи даже не Да, заморачивайтесь. накладно, если вы И хотите... шапку себе купите, куртку. Да. Что вдруг вам похолодает. Если вы там приезжаете на долгое время, то лучше, конечно, съездить в Маргао, на рынок, там, Канди-маркет, там вы найдете все. И можно там и одеться, тоже и они обуться. такие хитрые, да, говорят, что эти цены уже фиксированные, да. Ой, фиксированные. Ну, и мы начали торговаться тоже. А он все, типа, не сброшу. Ну, мы, короче, ну, не хочешь, короче, как хочешь. Мы ушли. А потом идем назад, и он уже, друг, иди сюда. Ну, давай уже, типа, за твою стоимость. Вот так вот. Да, так что в Индии торгуйтесь. Как правило, цена завышена в 1,5 раза. Если называют 450, то эта вещь стоит 400. Ну, в основном они стараются, даже умудряются и 600, и в 2, и в 3. Не смотрят, кто свеженький приехал, кожа не загорелая, то тогда, Свежее мясо. да, свежее. Спускаемся мы по такой вот штуке. Свежего мяса. Осторожненько. Не упади, моя королева, что я буду делать без тебя? Тут, блин, не то, что упади, тут просто раны очень сложно заживают, очень долго. Да, ребята, старайтесь. Климат Да. такой, что рана, вот я вам сейчас покажу. Вот, видите, рана. Этой ране Упал, не знаю. упал с байка уже 2 месяца. И кожа Она вчера только затянулась. да, представляете? только отвалилась. Так что Я любой замечаю, порез, да. любой это... У всех так вот идут и прям... Я тоже, что-то я сделала, у меня вообще была маленькая ранка, я что-то ободрала или что. Тоже, блин, так долго она заживала, некомфортно. Да, из-за климата здесь, в отличие как у нас, это так долго это все происходит. Оно не то, что страшно, просто, ну, всегда здесь что-то там щипет, да, вот в воду зайдете, ну, конечно, какой уже отдых. Будет отдых испорчен. Дискомфорт. Да. Так что старайтесь И остерегаться. все, и тогда Индия уже не зайдет, не понравится. Ну да, как правило, мы тоже обратили такое вот внимание. Люди, когда прилетают, там первый раз. Как у меня сегодня день не задался. Плитка у нас, блин, поломалась, он там что-то нащелкал. Плитка поломалась, вода И всё. пропала, блин. Вода Свет пропала, отключили что-то сегодня за такой неуплату, день. да, и все, Да, все и пропало. солнца нет, ребята, и солнца нет. Кстати, вот говорю, вот как вот утро начнется, так вот оно и целый день как-то так. Ладно, не переживай, плитку починю, все это наладится. Еще такая вот информация, забыли сказать, если вы приедете, допустим, с другого пляжа и захотите здесь сделать массаж или это, ну, наше мнение, вы знаете, что это не тот массаж, не того уровня, как европейский, так что будьте готовы. Еще минус А в самое том, главное, это масло. да, кокосовым маслом вам наносят такой слой, что если вы поедете обратно, опять же, на автобусе, вам будет такой дискомфорт час, потому что оно не смывается, а вернее даже смыть негде. Я когда второй раз делал массаж, там даже душа не было. Первый Я раз мы зашел в делали, море, то был только что душ морем. И было мыло. И получается, вот когда там же вы будете лежать в своем купальнике, в своем нижнем белье, и очень потом вот отстирать вот это так сложно, и запах тогда такой противный стоит. Ну не знаю, это вот как по мне. Я вот твои плавки, да? Они 3 дня еще были жирными такими. Ну, потому что не отмыть. И даже в некоторых, вот я последний раз делал, Катя уже не делала, там вообще душа не было. Я просто зашел в море, сколько смог, столько смыл. Ну, а как вы понимаете, этот жир смоешь. И ехал так это, знаете, И как... целую дорогу как- он сидел рядышком со мной, и я говорю, не прикасайся, потому что я была в светлом, ну и вы понимаете, да, что было бы. Какое ощущение, как все равно жиром тебе обмазали. Ты что, обалдела? Смотрите, ребята, Не ко мне, девчонка. к нам пришла корова. На. Не иди как, на. Любит очень бананы. Дай-ка Что, она ручку. съела? Да, она же есть, сидят тут. Катя кормит Не. корову бананами. Любят они бананы. Отгони.
Сейчас тебе дам все. А на противоположной. А мы, ребята, ждем наш автобус на противоположной стороне. Кормим цыпляток. Таких вот маленьких. Райс с рисом. I'm sorry. Want how much? 100. 100. А вот пришел покупатель на цыпляток. Посмотрите, как это все происходит. Как их считаете? Как переносят В Индии цыплят? покупают цыплят. Смотрите, одна штучка 100 рупий. И просто в пакет положил. Он 100 рупий. Он 100 рупий дал? И повесил в пакет. Он 100 рупий дал, ему дали 5. Это, наверное, по 20 рупий они, наверное. А, Он дал 100 рупий. Сколько цыплята стоит? 6 штук 100 рупий. И люди вот постоянно подходят, покупают. Покуда мы ждем автобуса, тут уже штук 20, наверное, продал. Катя ждет автобуса, а я зашел во дворики и покажу вам обратную сторону пляжа Палалем. Как на самом деле живут на пляже, в каких условиях. Параллельно туристической пешеходной улице, ой, не пешеходной, туристической улице, которая идет на пляж Палалем. Вот, вошел во дворик, и вот увидите, как живут на самом деле простые крестьяне, люди на пляже Палалем. Так что не все так красочно, красиво. Бывает и бытовуха. Вон даже уточки. Это гуси. Утки, по-моему. Куры. Коты. И за пределами пляжа индийская жизнь живет как обычно. Так, ну вот подошел наш автобус. Он останавливается метров 50 от пляжа. Вот там сзади пляж. Маргао, Канакона. Такая информация, что этот автобус идет сразу в Маргао. Некоторые автобусы могут доходить, даже вот есть расписание, но я не знаю, поддерживаются они или нет. Ну а некоторые просто идут в Канакону. Канакона получается через пару километров от пляжа Палалем. Там можно просто пересесть на автобус на Маргао. И ничего страшного в этом как бы нету. Друзья, а мы с вами прогулялись по пляжу Палалем. У нас больше такое видео получилось, такое более разговорное. Но все равно всю важную информацию вам рассказывали. Рассказали, как добраться, как снять номер, какие цены. Ну, что знали сами, то поделились с вами. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Что утро, вода просто замечательная. Да, сейчас утро, где-то около 8 часов. Но водичка обалденная. Пойдем с тобой нырять, потому что кажется утро, но жара. Уже очень-очень жарко, уже хочется быстрее туда нырнуть и оттуда его не вылазить.
Да, Потому кстати, что вода очень... кстати, спасательная штука стоит тоже, вы видите. Флаги висят красные, но они постоянно здесь красные висят. Пляж, посмотрите, чистый, ухоженный. О, первый мусорный пакет. И все, и больше здесь мусора нет. Ну это, я так думаю, этот пакет, наверное, он с лодки здесь на лодочке катают на острова. Поэтому оттуда, наверное, скорее всего. Наверное. И у нас такой вот течет какая-то маленькая, да, образовавшаяся такая вот речушка сегодня. Но ее не было. Это из-за того, что сегодня сильный прилив, поэтому водичка такая теплая-теплая. Делали мы небольшой заплывчик, называемый заплыв. Заплыв здесь делать нельзя, потому что вы видите, какие волны. Но попрыгать на волнах в удовольствие можно. И мы попали под таких вон две огромных волны. Да, Катя две штучки таких было немножко накрыло. Ничего себе накрыло. Ну, в уши все туда. Но классная вода. Это что-то. Это просто. Это парное молоко. С воды выходить просто не хочется. Да, да. Но они немножко уже часов, может, в 11, в 12 они уже станут волны потише. Тогда Да. уже можно будет и поплавать. Волны немножко успокоятся. Обычно они с утра вот такие. Порой иногда даже бывает и страшновато, когда стоишь, смотришь туда так наверх, а над тобой такая махина возвышается. Но надо быть, конечно, очень аккуратным, потому что это Оно здесь сносит вообще, оно вообще. плюс течение, и поэтому Такой. не зря они все время выставляют красные флаги, потому что здесь, ну, здесь в основном у нас и купаются только в основном-то русские. Индусы стараются далеко в воду не заходить. На данный момент только... А нет, уже вон пошли какие-то другие. Если делать такой вывод, то классно. Но нужно быть осторожным. Да, все с умом надо делать. Пляж, посмотрите, пляж чистенький. Песочек такой, прям, я не знаю, прям хочется и хочется по нему ходить. Знаете, когда идешь и как крахмал хрустит под ногами, как крахмал такой. Настолько мелкий. Ну-ка, там пляж. Ну, в любую сторону посмотри, везде красота. Смотрите, какого буйвола повели ребята. Я вот не могу понять. Его что-то водят то туда, то обратно. Для чего его туда-сюда выгуливают по пляжу? Чтоб вес набирал. Он и так мясистый. Смотрите, вывесили флаг красно-желтый. Волны поуспокоились. Сейчас искупались, классно. Даже можно поплавать. Собирала ракушки и обгорела. Молодец. Скоро всегда пойдем молодец. обедать. Что-нибудь вкусное себе закажем. Давай. Так. Ребята, мы зашли святая святых. Это кухня, где нам будут готовить рыбу. Это соусом. No spicy, Не no- острый вообще не будет. Вообще не, ноль. Это индийский масала и маслом. масло. Да. И Как?
Как рыба наша называется? Sibas. Сибас. Это belly pepper. Вот картошка фри. Картошка фри. Картошка фри. Это уже можно есть, да? Это что, overseas. Картошка фри. Так, это вот Вот. овощи. Это будет лимон туда. Лайм. Рис. Это имбирь. Ginger. Ginger. Джинджа. Ginger. Джинджа. Ginger. Помидоры. Это вот макароны. Лапша. Лук. Промазывают каждую штучку. Супчик морепродуктов будут делать. Кола. На. О, да, Все ты пиво. фантастиш. Шампанский. И шампанское даже есть. Да. Все пиво есть много разных. Любого вида. Да. И вино есть. Сула, ванера, кола, фанта и фруктовые. Окей. А это Джимми. Джимми. Ача. Да. Это лепешка. Вот так вот лепешка. Нан. И так вот томится наша рыбка с лепешкой. Так вот. Привезли нам супчик с морепродуктов. Какой красивый суп. Ой, смотри, сколько здесь много морепродуктов. С греночками. Смотрится аппетитно. Ой, сейчас будешь Да. кушать, а я сейчас попробую твой суп из морепродуктов. А я буду кушать рыбку. Вкусные. Вкусно. И вот такая рыбка. Сибас. Так пойдет? Очень-очень Пойдет? вкусно, аппетитно выглядит. Это хорошо. Лепешка, супчик. Ну, вот приятного нам аппетита. Попробуй-ка кусочек. Сейчас хвостик себе возьму. Попробую эту рыбку. И острый соус туда дам. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Так. Ну еще вот немножко соли надо. Ну, сейчас будем пробовать. Приятного аппетита. Закончили мы обед. Одни косточки остались. Ну как тебе? Вкусно. Вкусно? Рыба вкусная, мягкая такая, сочная. Такое, что пахнет морем. А вон посмотри, сколько коров. Отлив. Вообще далеко. Кокосовый рай. Вот они лежат. Можно забрать домой эти. Давай сейчас в сумку заберем себе. Хорошо. Да, какой отлив большой. Смотрите, как ушло. Очень. Как-то так быстро оно ушло туда, что
что мы даже не обратили абсолютно никакого внимания. Мы пока посидели, покушали, и оно, видишь, как ушло? Это вообще. Так хорошо идти, так комфортно. Просто. Море здесь очень теплое. Очень теплое. Ласковая. Да. А теперь вот стали такие вот ямы туда. Вот это вот опасно уже. Ой, Что? там просто из-под ног уходит это. Песок уходит. Все, я вообще сгорела. Или ты будешь в воду садиться, или выходи. Сгоришь, потому что... Я же уже накрыта. Я уже накрылась. Чтобы не сгореть. Очень И много ракушек. Стадо коров впереди. Смотри, сколько ракушек. И даже смотри, клещи. Смотрите, что нашли. Смотри. Клещи. Что это такое? Интересное такое. Да, или краба, наверное. Такие массивные. Даже бусы чьи-то, смотри, вынесла. Обруч. Чего только не найдешь. Чего только не выносит. Вот она какая красивая. Вот она. А вот, Только что она с дыркой. Их так много. Пишите в комментариях, кому привезти ракушек. Ребята, смотрите, здесь песок настолько плотный, сбился, что даже следов не оставляет. Здесь даже то же самое, на велосипеде можно ездить спокойно. Очень плотно. Это вообще не понять, что он ранен. О, это он Смотрите, не кого живой. мы нашли. Маленький, этот дохлый красавчик. Нет, иди на солнышко, сейчас покажем на солнышко. Вот, красавчика нашли. Мы его, короче, замучили уже. Друзья, а слева от пляжа, от нашего пляжа Бет-Аль-Батим, вот он, если смотреть лицом к морю, то справа он находится. Вот, есть такие вот площадки залитые. Вот нам стало интересно, для чего же они залиты. А это залиты для того, чтобы вялить рыбу. Посмотрите, вот так вот происходит в Индии вяление рыбы. Посмотрите, сколько ее здесь. Сначала вылавливают. Недалеко вот рыбацкие лодки стоят. Потом в корзинах приносят сюда, ложат под низ сеть мелкую. Вылаживают ровненько. И происходит вяление. Из всех рыб, которые здесь лежат, только макрель знаю. Остальные, ну, видов 4, наверное, точно их здесь есть. И еще вот натягивают поверху тоже сеть, чтоб не клевали птицы. Так что так вот вялят рыбу в Индии. А потом вот смотрите, видите, которая уже готова, ее просто-напросто собирают такие вот кошелочки. Друзья, а вот подходя к пляжу, на нашем, недалеко от нашего пляжа, есть еще такие вот магазинчики, ларочки. Это вот вы можете доехать вот до байки, на байке, оставить там байк
и проходя через мостик идти к пляжу, да, и вот видите, нас встречает Саша, это наш друг, привет. У него, кстати, можете привезти различные сувениры, также одежду, обувь, сланцы. Кстати, смотрите, ребята, видите, я рубашку только приобрел, стоимость 300 рупий. Смотрите, сувениры. Это вот как называется? Аметист. Аметист. Он камнями даже продает. Шкатулка хорошо. Видите, шкатулки, Да. слоны, Да. шкатулки, кораблики, всякие разные магнитики. И массаж. Да, и еще делают здесь массаж. Ну, по цене вы уточняете. Напитки они продают. Холодильник тоже есть. Сейчас пройдем дальше, посмотрим, что у него там тоже. Одежда всякая разная. Вот вижу рубашку, которую хотел я. Это М-ка. Но я уже купил такую посветлее. Смотрите, какие штучки интересные для детей. Это такие очень нравятся рубашки. Так, здесь тоже, смотрите, шорты. Большой выбор шорт, маек, рубашек. Ну, одним словом, Иди, Саша. да, вещи можете сюда не брать, одеться иди, вы Саша. можете. Да, и зовут Александр. Кстати, разговаривает по-русски, так что, если кто не знает английского, в общении проблем не будет. Вот видите, у них как раз товар прошел, они сейчас распаковывают. Также обувь, сланцы. Ну, мы постоянно у нее покупаем. Сейчас вот купили мы такую вот рубашечку за 300 рупий. А очки тоже приобретали. Тоже они по 200 рупий, по-моему, он нам очки дал. Да. Так что, ребята, если что, заходите. Ориентир, когда идете на пляж Беталбатим, переходя через мостик и с правой стороны. Нано-отель. С правой стороны. Переходя через мостик с правой стороны. Вы мимо не пройдете, потому что он один тут хорошо говорит по-русски. Так что вот его фото, так что заходите. Он ждет. Милости просим. Милости просим. Вот, друзья, двигаясь с пляжа, мы увидели, как трактор разрабатывает землю. Вот решили подойти и показать, как в Индии все это происходит. Во-первых, смотрите, сколько всего птиц. Это вроде что-то цапель на таком вот поле. Это здесь выращивают рис. И вот трактор вот так разрабатывает землю. Hello! Вот это индийский трактор. И здесь... Да. А это рис, райс? Райс? Tomorrow putting rice. А, завтра будут Завтра. засевать. О, А вот, ребята, завтра здесь вот будут засевать рис. Вот так вот выглядит сельское хозяйство в Индии. Вот перемешивают землю с водой, подготавливают почву к посадке риса.
Друзья, недалеко от нашего дома гуляли и увидели вот такое чудовище, которое застряло на проводах. Я так понимаю, что это летучая лисица. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Да, такое ночью повстречать так страшновато было бы. Ну вот, ребята, мы с вами прокатились на пляж, побыли на пляже, покушали рыбку, покупались, привели вот такой вот мы денек. Так Загорели, обгорели, если это видно уже на видео. Да, немножко подгорели, подкоптились. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Привет, друзья! Привет всем! А мы с вами сейчас прогуляемся по пляжу Маджорда. Покажем вам. И вы сравните с нашим. Ну вот, друзья, и мы на пляже Маджорда. Которая... Правильно? Маджорда, да? Да. Маджорда. Которая находится на Южном Гоа. И мы вот сейчас вам его покажем. Который мне очень нравится. Да, такие вот мостики, я так понимаю, когда приливы здесь заливает это водой. И сделали... Да, сделали такие вот мостики, чтобы можно было удобно ходить. Видим, магазинчики также есть. Кафешка, вон вижу, Мама Люба, Мишмар. И, конечно, я люблю Гоа. Такое вот зеркало большое. Очень жарко. Да, без головного убора здесь никак. Камера тоже перекрывается. Очень жарко мне вообще. Рома Пушкин. Я буду вам сейчас читать стихи Александра Сергеевича Пушкина. Я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение, предо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистый красоты. Александр Сергеевич Пушкин. А на каком мы пляже сейчас? Маджорда, пляж Маджорда. называют Маджорда, кафе называют Мишмар. Мишмар. И Это... работаем Рома Пушкин, Да. меня зовут. Это не реклама. Такой вот пляж Маджорда. Здесь немножко, мне кажется, даже получше заход такой, более пологий. Здесь, мне кажется, Катя, пологий, получше заход такой, более пологий, чем у нас. Да. Но стадо коров, вон вдалеке такое стадо коров У громадное. нас тоже, кстати, коровы. Ну, не в таком количестве. Так, будешь? Так, кафешек тоже вот хватает. С этой стороны, наверное, 2-3. Там туда дальше, наверное, есть кафешки. Туда вот, где стадо коров, тоже есть кафешки. Давай немножко прогуляемся по пляжу. Вода просто супер. Реально вода, парное молоко. Тоже водное развлечение есть. Мотоциклы, катера, таблетка вон лежит, банан я вижу. Так, что по количеству русских? Ну, там, наверное, человека 3-4, наверное, видел. Но в основном смотрим. В основном нас встречают индусы. Привет, привет. Доброе утро. Как дела? Отлично. Свободен ли Джеки, my friend? Нет, спасибо. Да, страдают, конечно, индусы без русских туристов. Лежаки пустые, видите. Mama Luba. Мама Люба, окей? Вы очень дешевле, мадам. Очень Да. дешевле. Так, давай. А массаж сколько? How much? Бесплатный сказали. Массаж. Массаж 1 час, all body,
1000 рупий. 1000 рупий полностью один час. Да. Галаба, Фесла, Наспино, Джибот, Нага, Рупи, все. Ну, Полностью все вы будете в масле. а если 1, 2, 1500. Брат, очень Да. мало. 1800. Меня нету, тебя нету. 1800. 1800. Давай сядися, брат. Ну Брат. что ты хочешь? А кто делает массаж? Девушка? Медилит, много. А девушки? Медилит. Не, а девушка девушки. Девочка нет. Девушек нет. Девочка медилит. Здесь мне много лет, 10-15 лет работаю он там. Сильные руки. Нет, тебе говорят сильный, меня сильный, тебя нет, сильный будет, меня нету сильный будет. Такие Я хорошие, understand. да? Нет, просто она девушка хочет, чтобы девушка делала. Девочка, вот это не хорошо массаж, девочка. Хорошо, мы будем иметь в виду. Бай-бай. Окей. Здесь получается сейчас жарко, температура, наверное, под 40. А водичка настолько комфортная. Да, пляжи, конечно, отличаются. Здесь вот такой более пологий. Я же тебе вот видишь, говорю, что более пологий, можно заходить далеко по щиколотку. У нас, допустим, немножко проходишь и уже так это глубоко. Так, вон еще там тоже шейки есть, наверное, 2 штуки. Ну, а вдалеке вон виден наш пляж Беталбатин тоже. Вот санаторий Камрон. Санаторий Камрон. Да. И пляж, как называется пляж? Мазорда. Маджорда. Ну вот так вот мы прогулялись с вами по пляжу. Вы увидели, что здесь тоже довольно хорошо, реально хорошо. Говорят, что 15 штук 450 рублей. 450 рублей. 350. 350 рупий креветки. Да, там 15 будет штук рис, королевские. картошка. Да, королевская так. Королевские такие. А там есть гарнир, картошка, Да. рис. Все это за 350 50 рублей. рублей. Ананас соки 70, арбузный соки 70. Арбузные соки 70. Да, Манго. Манго соки это 100 рублей. Прям свеженький манго сок. О, Да. так что приезжайте на пляж Да, Маджорда. вот это у нас кафе на сайте взяли Поля Камрон. Вот, заходите. Хорошо. Thank you. Да, вот там Окей. Thank you. Окей. Вот. Очень много зазывал. Ну и очень много кафешек, я хочу сказать. Ну, кафешек вон там не очень, но раз, два, три, четыре, Но я сравниваю 5, с нашим. 6, 7. Ну, около десятка, наверное, наберется. 8-10. Я сравниваю с нашим, это раз. Во-вторых, вот я даже не знаю по цене, что. Если у нас там, смотри, сколько? Дороже у нас? Ну, я думаю, тут цены, в принципе, они будут одинаковые где-то, плюс-минус. А мы акулу ели. Большой это маленький. Большой. Вот так. Все такие прикольные, да? Да. Ой, песок горячий. Вот и для того, чтобы горячий песок, вот они выложили вот такие вот ковровые дорожки. Это вот тоже большой-большой плюс, что можно просто идти комфортно. Потому что реально сейчас стать в песок, это, ну, жесть. Мне кажется, такое ощущение, положи яйцо, оно сейчас сварится здесь, да? А мы, ребята, с вами прогулялись по пляжу Маджорда. Вы увидели шейки, созывал, пляж. Даже увидели заход в море. Они тоже отличаются. Каждые пляжи хороши по-своему. Ну, вам делать, конечно, этот вывод. Какой лучше, какой хуже. Ну и от вас, конечно, колокольчик, лайки, подписка. Ну и мы двигаемся дальше. Все, встретимся в следующем видео. Пока. Привет, друзья! А мы с вами
прогуливаемся по пляжу и дошли до пляжа Колвы. Сейчас мы его покажем, как он выглядит, что с себя представляет, чтобы вы имели представление. Так, вот мы вошли со стороны пляжа Битал-Батим. Начинаются рыбацкие шхуны. И вот это уже окраина, начало деревушки. Видите, как это все выглядит. Какие хижины, коровки. В каких условиях живут люди. Работают, я так понимаю, это обслуживающий персонал. Ну, это те, которые, наверное, убирают пляжи. А вполне возможно даже и рыбаки, которые выходят в море. Но обратите внимание, спутниковые тарелки есть, тоже очень интересно. Так, попросил женщину пройти, показать, как живут рыбаки или местные жители. Посмотрите, накрыто таким брезентом, потом сверху немножко шифера. А дальше, как оно нас проводит. Вот такая вот. О, это. Так, это вот получается вот жилая комната. А здесь же холодильник, плита, газовый баллон, холодильник. И здесь же как бы спальня. А это там. Так, и здесь вот пройду во вторую комнату. А это, я так понимаю, умываются. Здесь как бы душевая. Видите, какой потолок. Видите, в каких условиях проживают индусы. И здесь вот этих комнат так целая, можно сказать, вот я не знаю, такой большой дом, и несколько семей вот здесь живут. Так, это вот входим в начало Колвы. Показали, как живут местные жители. Там дальше уже дома, хотя тоже вот такие хижины накрытые, тоже вот они вдоль берега стоят. Там, а чуть поодаль, там дальше дома такие кирпичные, не кирпичные, а со своеобразного ихнего кирпича они выстроены, как блочные, можно сказать. А здесь, я так понимаю, они эти дома строят, потому что идет ураган, ой, не ураган, когда идут проливные дожди. Это чтобы, если мало ли подмоет или что, чтобы не жалко было. Или же просто-напросто нету средств. Так, а мы продолжаем. А может и есть. Ну да, может Что и им есть. что им нужно для этого? Просто мы не знаем, они уже привыкли так жить, и Может, нам- у них денег, блин, больше, чем у нас. им сложно сказать. Родители работают, а дети, может, живут. Вот, кстати, Не ребята, бедствуя. чуть не наступил, покажу. Будьте осторожны тоже, видите? Можно было запросто разрезать ногу. Что могу сказать? На пляже Колвы мы бывали, и у нас сложилось отрицательное мнение, потому что, в отличие от другими пляжами, пляж этот находится как бы в городке, и он не очень чистый. Но нам, по крайней мере, он как бы не понравился. Много очень индусов, Он туристов. нам не как бы не понравился, а он нам просто не понравился. Да. Ну, а сейчас мы хотим пройти полностью по пляжу со стороны Битал-Батима и показать все, что здесь есть. Идет вот подготовка лодок к ночному лову. Рыбаки готовятся. Те, которые утром вышли в море, вон вы видите, сколько много. Сегодня более-менее спокойное море. Получается, что как бы и рыбаков достаточно вышло в море. Вечером можно ждать хороший улов. Ну а здесь вот происходит ремонт и подготовка. Тоже понимаете, если осмотрите, сколько рыбы, сколько мертвой рыбы валяется, соответственно, представляете, какой запах. И каждая лодка
у нас мотором оставляет свой масляной след. И это, конечно, все отражается на пляже. Конечно, практически на каждом пляже есть лодки, но все зависит от их количества. И, соответственно, мы уже обратили, чем больше рыбацкий пляж, рыбацких лодок, тем он грязнее. Ну вот вы видите, уже начались шейки. За нами уже бегут созывала. Хорошо. Отлично. Антон кафе, друг, хорошо, А? кафе, Антон кафе. Нет, thank you. Thank you, да? Thank you. My friend, this is from Goa. Да. Антон кафе. Okay? Видите? Видите, созывал сколько. Просто не надо с ними входить в разговор. Да, Вот и если всё. не входить в разговор. Не берите пример с Вовы, потому что Вова со всеми здоровается, Вова со всеми руку пожимает. И вот так вот может стоять с одним человеком минут 5. Следующий проходит опять 5. Ну, И вот так вот, ребята, наша колва где-то нам обойдется в час. Так что просто-напросто не входите с ними в контакт, все, идите куда вам нужно. А вот Ну, так это мое вот мнение. моются. Моются, да? Он рыбу достает. А, рыба. Это рыбачит так. Ну-ка давай посмотрим, что может он вытащит. Да, вот так проходит рыбалка. Я так понимаю, это тоже непросто, это надо выжидать. Видите, как он выжидает, течением сносит, и он тоже отходит. Ладно, мы тоже стоять не будем. Пойдем мы дальше. Так, ну вот, прошли 2 шейка, между шейками опять видим такие вот хижины. Ну, я так думаю, что это рыбацкие. И между хижинами вы видите, что это такое. Это просто назвать срач, просто срач. Они просто там же, где живут, просто выбрасывают мусор. И не просто выбрасывают, а выбрасывают на сторону моря. Мусор там и писают. Да. А на сторону моря вы понимаете, что когда будет прилив, это все окажется, вся эта дрянь окажется в море. И просто-напросто, ну потом, почему засранные пляжи? А посмотрите, какое пятно, бензин или соляра, что они здесь сливали. Черное пятно. Ну это просто, конечно, жесть. Ужас. Также вот идет сбор сетей на лодку. И здесь же идет починка этих сетей. Вы видите, как это все делается. Мусор, отходы, все выбрасывается в море. Вот так вот они цепляют. И все выбрасывают в море. Вот так индусы берегут свою природу. И вот, видите, ребята, вот по поводу чистоты пляжа Колова, с левой стороны, видите, рыбацкие лодки, мусор. И здесь же лежат, отдыхают туристы, даже наши соотечественники, он практически одни они и есть. Видели, как выбрасывают здесь же рыбу? Ну, конечно, у нас сложилось очень-очень отрицательное мнение о пляже Колва. И если чисто вы хотите услышать наш совет, то лучше ехать, если даже и на длительный срок, лучше ехать в такие вот небольшие деревушки, как вот Битал-Батим, допустим, как где мы живем, Маджорда, ну их здесь полно. Чем меньше деревня, тем меньше рыбацких лодок, тем меньше мусора. И комфортнее вам будет отдыхать. Колва, конечно, вот пляж большой, но на протяжении всего пляжа вы видите вот эти вот маслянистые моторы. Здесь же кушаете, здесь же мусор выбрасываете. И вот перед вами открывается вот такая вот картина.
Это вообще что Это- за демонстрация такая? Да, толпа народов. Это получается, ну, не излюбленное место. Ну, вот сколько мы раз сюда не приезжаем, здесь постоянно очень много индусов. Дело в том, что они все стоят, понимаешь? Ну да, они не купаются. Ну, как правило, индусы же, они плавать по большей части никто не умеет. Умеют плавать только те, которые живут на побережье. У них-то в реках не поплаваешь. Бассейнов тоже у них нет. И где им учиться плавать? И они в основном не умеют плавать. И поэтому у них купание заключается вот в таком, что зайти там по пояс, постоять в воде, насладиться морем. Сейчас подойдем поближе. Индийские дети купаются. Здесь же вы видите лодочки. Туда-сюда шныряют. Ну, я не знаю. Наверное, покатушки тут им устраивают. И поэтому... Скорее всего, да, катают. Как и у нас лодка катает. Там, по-моему, 1000 рупий. Сейчас покататься влево, вправо. Полчаса туда, полчаса обратно. Был прилив. Вода зашла вот на ту сторону мыса такого. Это вот получается, да, это уже вот самый центр, куда вот приходят наши автобусы, куда мы с вами приезжаем и откуда отъезжаем в Маргао. Видите, тоже мусора очень много. Ну и, соответственно, друзей индусов тоже полно. Наших соотечественников очень мало. Так, а это вот так, на таких тачках, на них спускают водные мотоциклы, небольшие лодочки для катания. С левой стороны вот вижу, наши соотечественники подтягиваются. 4. Одного видел, 2 видел. Ну, если так разобраться, ну, с десяток, может, 2 наших наберется. Здесь же вот можно покататься на парашюте, тебя подцепят. Шейков тоже вот хватает. Сколько на этой стороне, наверное, штук 6-7. Там вот подальше еще, наверное, 1 или 2. Ну, вы сами видите пляж. Сами видите пляж. Как бы и вам принимать решение. Вот, наших сразу видно. Наши беленькие, свеженькие, как это я называю, свежее мясо, когда белые приезжают, и они тогда давай их атаковывать. Когда уже так это подзагоревшие, они воспринимают. Помню, первый раз ехали в автобусе, так вообще шок, все на нас смотрели. Сейчас уже ездим, уже загоревшие, как к своим. Так, ну вот, мы прошли до конца пляжа, прогулялись с вами. Уже дальше, наверное, не пойдем. Вывод уже сделали, как бы вы видите сами, все своими глазами. Будем возвращаться домой. Посмотрите, вот такой вот снастью. Вот такой вот снастью. Крючками, напоминающие нашу резинку. Наловил вот целую корзинку рыбы. Посмотрите, вот он. Молодец. Просто нет слов. А how much? 6. 800. Это он показывает, да? Ну вот, например, возьми, например, вот, например, 5. 1, 2, 3, 5. И how much? Ama 2. 2. 20 либо 200. Всё. Ну, говорит 2. Вот такие вот, как наши сомики. Сложно, конечно. Тут. Может и 20 даже. Уже 70. Ну, понимаешь, 70, да? окей. Не, thank you. Да. Немножко сложновато их понять, потому что они говорят, Но у рыбаков на море самое оптимально покупать, потому что у них цена, во-первых, рыба свежая, а во-вторых, цена будет более доступная.
Так, ну вот, друзья, мы с вами прогулялись по пляжу Колвы, показали плюсы и минусы этого пляжа. И скажите, пожалуйста, в восторге ли вы от этого пляжа? Ну, наше мнение вы, я думаю, услышали, потому что после тех пляжей, которые мы посетили, ну... Я просто в шоке, я просто в шоке. Даже если сравнивать с нашим пляжем Биталбатином, ну, вы видели наш пляж и этот, и... Делайте сами выводы, так что, ребята... Да, так что выбор за вами. От вас лайк, колокольчик и подписка. Кто может поддержать канал, спускайтесь по ссылочке вниз. Все координаты донатов, карт есть там. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока, друзья. Пока. А следующий наш пляж называется Бенаулим, который мы сейчас вам тоже покажем. Большая стоянка. Справа ресторанчики. Справа и слева. Но много вижу рыбацких лодок. Возможно, что тоже может быть не очень чисто. Но сейчас пройдем, посмотрим. Так, смотрим. Пляж довольно-таки большой, но лодок очень много. Так же, как и индусов. Вот слева и справа. Но в отличие от Колвы, такого мусора я здесь не наблюдаю. Здесь более-менее чисто. Смотрите, как затаскивают лодку на берег. Как мы видим, пляж довольно-таки большой. Заход в море пологий. Пляж довольно-таки чистый. Созывало ресторанчиков тоже работают. Как тебе, Катюша, пляж? Не, пляж хороший. Классный заход в море. Чистый пляж. Очень много разных этих ресторанов, шейков. Можно где-нибудь бросить свои кости и поваляться. Ну вот что заход классный, это вообще бомба. И на протяжении вот всего пляжа. Шейков много, очень много. Видите, наши соотечественники уже тоже отдыхают. Но количество индусов, конечно, преобладает над нашими. Остановились в маркете водички взять. Видели вот такой вот ромчик. Сколько, интересно, он тут стоит? 250 рупий. 250, 250. Это стекло, это пластмасса. Ну что, вот эту колу возьмем, да? Берем. Ну, кола здесь 40 рупий. Так, проходим, что у нас здесь. Щетки, крема, спиртное. Ну, все необходимое в магазине, в принципе, есть. Ладно, буду рассчитываться и едем дальше. Взяли мы колу, мороженое такой вот стаканчик и кит-кат вот такой. За все 140 рупий. Это примерно где-то около $1.20. Очень жарко, если вы видите. Наслаждаемся мороженым вот таким.
напитками. Вот. Палочка тоже упакована, кстати, была. Ну, а Катя охлаждается китикет, да? Китикет. А как? Китикет. А как она? Да, Киткат? я наслаждаюсь китикетом. Я с недавних пор полюбила кошачий корм. Ну хорошо. Покажи, как она выглядит хоть. Это киткат, А, как и у нас, обычный киткат. дай-ка попробовать. Очень вкусный. Угу. Ну, Ну как да. тебе китикет? Отличный китикет. Со вкусом чего тебе? Лосося? Абрикосов. М? Со вкусом абрикосов. Сейчас мы перекусим и двигаемся, ребята, дальше. Дальше мы... Подъезжая к очередному пляжу, посмотрите, ребята, вдоль дороги, сколько лежит рыбы, сушится. Таранка. Главное, рыбка к рыбке. И такая она вкусная на вид. Конечно, да. Но мы все-таки ее не пробовали. Да. У меня висит левая нога, потому что я не могу. Сейчас, я сама. Все, теперь комфортно. Прибыли на очередной пляж. Называется он Варка. Встречает нас. И встречает нас такая, да, то ли река, то ли канал. Такой, То ли мусорка. то ли мусорка. Канал, одним словом, канал с крокодилами. Где много-много диких обезьян. Смотри, сзади. Блин, ты Испугался? меня напугал. Блин, мы по таким джунглям лазим, знаешь, надо быть готовым ко всему. Надо было мне Уже- камеру взять. Да. То змей встречаем, то скорпионов, то лягушку вчера ядовитую, то, блин, всякой дряни. А ты еще так это пугаешь. Если судя по интернету, он такой пляж вроде как большой, а движухи, как на предыдущем, такой вроде и нету. Посмотри, какая дымка. Это отдыхающие. А те, которые живут здесь, они не ходят на пляж. Это все отдыхающие, это все с отелей. Так, и что можем сказать по пляжу? Даже вот тот безымянный пляж, куда мы заезжали, надо было снять, там и то вроде он движуха побольше. Ну, шейк есть. Ну, Кстати, и песок мельче и белее, да, какой-то? Да, ну что-то как-то так мрачновато, да? Ну да, нет особой такой движухи. Вон вдалеке там есть вот что-то. Но заход, конечно, посмотри, какой он плавный. Да, очень Какой такой. песочек классный вообще. Ну и чисто. Очень чисто, очень чисто. Все пляжи, все они отличные. На всех пляжах, на которых я была, они мне все нравились. Кроме одного. Это пляж Олва. Ну, просто делаем вывод, вы понимаете, чем меньше пляж, тем он чище и лучше. Если пляж в большой деревне или в городе, то, соответственно, там и мусора будет. А что он собирает? Ну, не знаю. А, наверное, крабиков, да. А, крабиков, а что они с ними делают? Знаю, в пакетик, видишь, с водой. Так, наших соотечественников, вон вижу, один. На пару человек, наверное, есть. Так, ну а мы... Ты ищешь белое мясо и определяешь, соотечественник он тебе либо нет. Ну да.
Ну да, что не могу сказать о тебе такого мнения. Тебя уже по белому мясу не определишь. Да. Так, нашли на карте чуть дальше, где-то с полкилометра. Тоже это пляж Варка, но там есть вроде шейки. И мы увидели вдалеке. Сейчас мы попробуем проехать. Мапс что-то не туда привел. Да, работать работает, но когда есть зоны, где пропадает интернет, начинает подтупливать и можно немножко поблудить. Но тут не особо страшно. Заблудиться тут в принципе нереально. Мы едем вдоль побережья. Только что вот эти мелкие улицы могут сбивать. Можно не туда повернуть. Какой Так, обрыв. проехали вот такую. Посмотри. Какая пальма. Какая пальма. Сейчас перевернусь. Красиво. Эти вот пальмы напоминают, растут как все равно кокосы, да? Что-то кокосы напоминают. Шлепки не надо тебе? Нет, и кто-то тоже на дерево залез и не вернулся. А вот еще, смотрите, какие здоровые пальмы. Массивные, вернее. О, дорожка, кстати. Это хороший знак. Значит, есть цивилизация. Ну и напоминаю, это тоже пляж Варка. Лайм, лимон, посмотри, лайм? Да нет. Нет? Ну, тут вот настоящие вообще джунгли. Сказать, Какие-то кругляшки висят. ну что я что я говорю? Но это Бля, ребята, хотелось бы туда зайти, в эти джунгли вам снять. поняла. Но тут очень страшно, потому что, возможно, будут змеи. Но лес вообще. Лес. Это не лес. Джунгли. Это джунгли. Джунгли зовут. Проходим такую вот речушку с нависшими джунглями. Здесь что-то прыгнуло, плеснулось, и Катя побежала, подумала, что это крокодил. Но вполне возможно, что в таких вот джунглях, зарослях где-нибудь что-нибудь сидит, какое-нибудь чудовище. Так, что мы видим на этом пляже? Получается, возле самого окраины подъехали. Один, второй, вон там дальше третий шейк. Но вот здесь более такой крутой заход, хотя дальше он там пологий. Вон какой-то шатер еще стоит. Там, возможно, может, какие спа-процедуры наши соотечественники загорают. Ну и, как обычно, катание на лодочках. Слева, смотрите, такой вот ресторанчик. Белые стулья, столики. Но, возможно, это готовится к церемонии, к свадьбе, потому что вижу такой навес, как для свадьбы. Ну что у них так заведено? Свадьбу праздновать На берегу. на берегу моря. Ну, это которые состоятельные, которые могут себе позволить, потому что это все организовать, снять шейк, это тоже стоит денег. Но смотрите, что можно сказать по пляжу. Пляж довольно-таки большой, очень широкий, и он чистый. Он реально чистый. Наши есть здесь, ну и индусов тоже хватает. Берег тоже разный, потому что там здесь более крутой, там был более пологий, впереди более пологий. Так что тут можно сказать на любой вкус. Так, ну и шейки. Вот еще один шейк там вдалеке. А, вон еще. Лосант. Еще, ну, шейков здесь хватает, одним словом. Их здесь полно. Ну и, соответственно, жезлонги. Жезлонгами можете пользоваться. Можете занять жезлонг, так купить бежал. какой-нибудь напитки. Какой-нибудь напиток. И день можете лежать на этом жезлонге. А где твой шейк находится? Пойдем. Катя пробует. Пойдем? Шейк у Екатерины. Там.
Там куда? Беталбатим. Пойдем. Куда там? Беталбатим, пойдем? О, это далеко. Пойдем. Морепродукты, интернет бесплатный, Wi-Fi, Байк. соки, фреш, джусы. Муа. Пойдем? Ну пойдем. Катя пытается Давай пока сюда. Ну. Ай, ну давай покушай у меня. Тебе куда кафе есть? Шейку Екатерины. Куда там, Беталбатым? Конечно. Пойдем. Пойдем, Далеко, друг. мадам. Пойдем. Работа сюда, мадам. Пойдем. Мы не туристы. Ну а мы, друзья, столько проехавшись, решили искупаться. Вернее, я решила, Катя. Я буду надзором за Да, вещами. потому что обратно ехать не захотела, мокрая, долго ехать. Ну, а я пошел, испытаю пляж в Варке. Так, ну искупался. Море нормально, теплое. Вот там у меня такое ощущение, что теплее даже, чем у нас. Очень теплое и чистое. Потому что дошел до где-то более метра, видел дно, видел рыбок, так что... И никто не укусил. Ура! Да, медуз тоже не было, змей не было, так что можно смело купаться. Ну вот, друзья, мы прокатились по пляжам, их тут полно, целое побережье. Названия разные. Но, в принципе, все они похожи друг с другом. От вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и вы уже сами делаете вывод, на какой вам пляж больше поехать. Ну, а мы будем еще для вас исследовать Индию и показывать самые красивые, лучшие и худшие места Индии. Так что все, ребята, пока-пока. Пока-пока. Привет, друзья! Привет. А мы с вами сегодня едем исследовать пляжи Южного Гоа. И на какой мы сейчас пляж направимся, мы еще сами не знаем. Да, Так мы что- еще сами не знаем. Да, так что вперед будем импровизировать. Будем ехать, останавливаться, смотреть по карте, что за пляж, смотреть, снимать и вам показывать. Посмотрите, это поле лотоса. Болото. Болото, да. А мы едем с вами дальше. А куда мы едем, даже и не знаем. Просто катаемся. По Гоа. Да. Поедем дальше. Пляжа. Короче, ехали, увидели какую-то вывеску, ресторан Бич, думаем, дай свернем. Ну, свернули, кстати, попали в точку. На мапсе называется Сернабатим. Да, местные не знают, как это называется, но на пляже, вон, видите, туалеты есть для переодевания, магазинчики тоже, и внизу ресторан. Сернабатим. Так, ну это Мапси. На самом деле, это следующий пляж, я посмотрел по карте, после Колвы. Ну, пляж, я так понимаю, небольшой. Здесь, одним словом, пляжи кругом. И слева, и справа, здесь все побережье. Просто что подразумевается под пляжами, там, где есть кое-какая инфраструктура. Это отели, ресторанчики, лежаки. Так, вот дальше там тоже получается рестораны. Раз, два, три, четыре. 4 ресторанчика я там вижу. Даже вижу вон вдалеке нашего соотечественника. Вход пологий в море. Удобный. Но сегодня все в дымке, видите, все в дымке. Что-то сегодня солнышка нет. Да,
солнышко как бы. И сюда ехали, асфальт был мокрый. Я так понимаю, что в этом месте ночью, наверное, дождь шел. был дождь, но у нас его не было. Кто желает бананы? А мы, друзья, остановились вот так вот. Просто взяли и остановились, увидели вот бананы. Смотрите, какой цветок у бананов. И бананы растут прямо... Немножко не видно, вот так вот. Прямо у дома. И, А вон сколько, посмотри, их да, много. и какие крупные, небольшие. крупнее, чем мы покупаем. И папайя здесь же рядышком. А еще смотрите, друзья, на той стороне какой лес красивый. Это, я так понимаю, бандьян. Дерево, у которых корни спускаются вниз. Смотрите, какие интересные. И это вот вдалеке, это одно дерево, потому что корни, они спускаются вниз к земле и образуют дополнительный ствол. Это мы вот так вот ездим, катаемся, И вам пляжи вам снимаем. показываем и снимаем вам вот такую вот красоту. А мы едем, 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 едем. Синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. Ладно, ребята, очень страшно так ехать мне. Так что поедем не спеша. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Привет! Привет, друзья! А мы с вами исследуем дальше пляжи Южного Гоа. И мы все углубляемся все ниже и ниже, южнее и южнее. Получается, и сейчас мы на пляже Фатрейд Бич. Сейчас мы покажем вам его, сами посмотрим, что он себя представляет. Вот такая вот парковка. Небольшая. Это туалеты, переодевалки. Перед пляжем, видите, как обычно, мусора хватает. Так, а мы с вами сейчас находимся на пляже Фатрейд. Вот так он выглядит. Не очень, конечно, здесь чисто. И не вижу уборщиков, которые бы убирали. И видно, что вот ночью море было неспокойное, выбросило водоросли. Вход на пляж пологий. Детям будет удобно. Волн меньше, чем на нашем пляже Беталбатим. Вернее, они меньше, а они не такие высокие. У нас там до 2 метров достигают, а здесь такие вот накаты небольшие. Так что попрыгать здесь как бы не удастся, но зато поплавать будет удобно. Впереди у нас гостиница, кафе, по-моему, у Саши. Дальше у нас пляж Кармона. Название пляжей в основном оно идет от деревушек, которые расположены рядышком. Потом Залор, правильно? Залор и Кавеласим. Ну, в Кармону, я думаю, мы, может, и заедем. На Залор не будем заезжать, потому что эти пляжи уже настолько маленькие. Потому что здесь вот, посмотрите, пляжи, все побережье. Это пляжи, и
Если на маленькие пляжи тоже заезжать, тут времени никакого не хватит. Ну, смысл, они, в принципе, однотипные, перетекают друг в друга. Ну, и вы вот видите по этому пляжу, что туристов не очень много. Здесь получается вот с этой стороны 4 наших соотечественника. И там, наверное, вот штуки 3 соотечественника. Больше никого нету. И то они, получается, мне кажется, что, наверное, здесь недалеко гостиница и приехали по путевке. Потому что теоретически, если бы они сюда приехали на байках, то, ну, я не думаю, что на байках, там уже в возрасте, то они бы выбрали получше бы, конечно, пляж. Шейки. Меня просто не снимать. У Кати нос обгорел. Проблемы, поэтому... Да, шейки, конечно, пустующие. Но вон есть волейбольная площадка. Так, а мы движемся к нашему коню, чтобы поехать дальше. Немножко опять мы блуданули. Заехали. Тут, по-моему, отель Каравелла. Здесь и Каравелла отель. Каравелла. Здесь и вилла есть. Каравелла отель. Ну, я сейчас думаю, такой по проселочной дороге куда-нибудь выедем. Остановились, увидели такую вот красоту, посмотрите. И это вообще сколько цветов. Все утопает в цветах. На мусорке, но в цветах. Так, а мы припарковали свой байк на очередной стояночке. Вот такая парковка. И двигаемся на очередной пляж. И, кстати, такая информация. Пляж называется Залор. Если смотреть на вывески, как на афише, которая перед входом, он называется Залор Бич Кармона. Получается, пляж Залор, деревня Кармона. А на карте в мапсе нас вообще показало 2. А так таковой здесь это пляж один. Это Залор. Деревня Кармона, а пляж называется Залор. Вот. Да, и поблудили мы немножко, когда ехали. Хотели вдоль пляжа проехать, сократить. И заехали в тупик, в джунгли. Пришлось кружок нам еще дать. Так, ну вот, смотрите, как этот наш пляж Залор выглядит. Ну, как выглядит? Что-то шейков я не вижу. Вот один. Вот, вижу вот. И здесь один. Ну, на таких вот мелких пляжах особо так шейков нет. Но могу вам сказать, что здесь нет индусов-туристов. Здесь в основном наши соотечественники. Мы ехали по дороге, их много очень идет. Потому что где-то рядышком отели. И получается, в основном это приезжая по путевкам. И что мы видим здесь? Как их называют? Спасатели. Спасатели дежурят. По спасателям вообще вопросов нету. Четко у них так организовано. Где флаги, всегда они там сидят. Даже мы проходили вдоль береговой линии. Как бы
между Беталбатимом и Колвой большое расстояние, там сколько там, километр, наверное, больше километра, 1,5. Даже не было ни отелей, ни гостиниц, ничего, стоял флаг, сидел спасатель. В этом плане они молодцы. Но смотрим, опять водорослей очень большое количество, тоже это, наверное, не только по... как тот пляж назывался? Фатрейт? Да, не только по Фатрейту, но вы видите, вдоль по всей набережной море было неспокойное и выбросило большое количество водорослей. Но в отличие от Фатрейда, вижу, уборщика убирает. Убирает, корзинка стоит. Справа убирают, слева. Ну, слева пока никого не видно. Но уборка идет. Это уже плюс. Так же, как в Фатрейде, в Залоре, видите, вход пологий. Очень удобно, конечно, будет с детьми. Также вот они и бегают. Ну, волны тоже не сильно такие. Если сегодня море такое более спокойное. Такие слабые накаты. У нас на Беталбатиме это так существенно. Тоже, вон, видите, детки купаются. И индусы тоже пришли. Но в основном наши везде наши соотечественники. Это вот первые индусы, наверное. И вот этих два пляжа, Фатрейд и Залор, здесь в основном наши соотечественники отдыхают. Катя решила испробовать водичку. Ты ее на тепло или на вкус? Я сейчас там туда. Потому что сегодня очень жарко, даже на байке не обдувает, как хотелось бы. Вода теплая, но я такую воду не люблю, потому что она грязная. Очень много там этой травы плавает. Ну это вот Я видно, может, не люблю это. какой-то штормовая штука, может шторм какой был там море. Поэтому вот повыбрасывало этих много. Если шторм, то значит, что еще будет выплывать вместе с этой травой? Медузы. Вот-вот. Да, ребята, будьте осторожны по медузам, смотрите, чтобы море было спокойное, не было штормового ничего. Потому что меня уже, вон, последствия, сейчас Катя покажет, на спине пятно оставил. Это вот остался такой вот у него ожог еще. Вся спина была красная, как бы, блин, хорошо, не было аллергической реакции, не пришлось обращаться в больницу, но сутки меня хорошо колбасило. Да, пил таблетки типа супрастина, но в Индии это называется, как они, не помнишь? Ой, я тоже не помню, но тоже как-то на С, не помню. Да, тоже можете, не можете, а посматривайте, чтобы не было шторма, чтобы море было более-менее спокойно, но не обязательно. Самое главное, после дождя не идите вы в это море. Да, вот все такие причины, когда медузы выбрасываются ближе к берегу, то будьте осторожнее. Да, если хотите посмотреть выпуск или что было, какие чувства, ну это, конечно, такое не для слабонервных видео, можете спуститься вниз по ссылочке и посмотреть, какие у меня были чувства, когда меня укусило, какое было пятно, как я себя чувствовал, как это все проходило, чем лечились. И там же мы указываем таблетки. Спускайтесь вниз в описании и смотрите, там укус медузы найдете. Ребята, не забывайте, лайк, колокольчик и подписка от вас обязательно. И по возможности, если есть возможность, поддержите наш канал донатом. Ссылка есть внизу в описании на донаты, внимание, карты Сбер. Ну а мы будем исследовать Индию дальше и поедем на следующий наш пляж. Ну, мусор убирает, я уже сказал, вот уборщики убирают мусор. Да, ну на том пляже, может, тоже будут убирать. Может, пока раскачается, но тот пляж, Фатрейд, он, по-моему, поменьше. Вернее, там меньше людей. Там было 6 человек, а здесь вот тот шейк заполнено, смотрю. Этот, видите, в море наши соотечественники тоже есть. Поедем.
заехали на заправку и будем заправлять нашу ласточку красненькую. Только не знаю, сколько она влезет, наверное, может максимум 2 литра. Ну да, 2 литра где-то на 195 рупий. Подъехали мы в начало пляжа Кавеласим. Это даже может не начало пляжа, это территория, наверное, какого-то отеля. Нам Мапс просто показал такую дорогу. Ну да, мы решили показать весь пляж. Заехали вот как он начинается. Здесь был проезд, остановка байков тоже была. Но сейчас я покажу, смотрите, ребята. Здесь вот от отеля идут какие-то приготовления. Может, будет какая-то церемония. Вот слышу, кастрюльками гремят. Там, получается, с левой стороны у нас кухня. Там вот не посмотрел название, какого отеля мы свернули. Но я точно могу знать, что в Кавеласиме после полиции первый поворот направо. Потому что мы случайно заехали в полицию. И вот мы проходим. Видим проход пляжа. Да, не ошибся, кухня. И сразу вот такой открывается нам вид на пляж. Снимаем сразу кроксы. Ребята, я, кстати, в кроксах. Тоже такая удобная обувь. Но удобно ходить по городу, по Индии. По песку неудобно, потому что набивается песок. Так что имейте в виду. Но на байке, на скутере удобно. Вообще классно. Мы... О, посмотрите, это на что наш котик похож. Опять, как это, страусиный нос. Катя просто обготирает нос, поэтому мы как уже предохраняемся. Не знаю, что мне делать. Ну, вот жарко, солнце, но... Да чем его уже... Не, понимаешь, если бы мы не были, мы, считай, на солнце находимся 8 часов. Вот мы ездим, так я снимаем. Понимаю, так ты посмотри Это... уже, мы уже здесь очень долгое время. Красным таким покрывается, понимаете? У меня бордовый такое чувство, что я здесь 2-3 месяца пила. И спала на пляже, да? Да. Ну, вот реально. А знаете, как он болит? Это вообще это. А вчера еще подгорели, у меня и рот щипет. У меня щеки все щипят. Так, что мы? Мы на пляже. Смотрим начало пляжа Кавеласим. Песок, слышите? Слышите, ребята, насколько мелкий песочек, насколько он скрипит. Песок намного мельче, чем у нас. Такое ощущение, что как будто он сюда привозной. Посмотри, насколько, ни одной это. Нет. И обратите внимание, начало пляжа, вон там дальше, с правой стороны, уже водоросли не убирали, а здесь уборка уже прошла. Уборка прошла. Здесь, конечно, посмотрите, наших соотечественников очень много. Достаточно. Конечно, приставучие эти ребята, которые, я понимаю, что у них бизнес, надо созвать как побольше туристов, накормить. Но тоже надо как бы в пределах. Но, ну, мне кажется, что они завышают цены, конечно, в шейке. Тут получается пошло. Хотел пойти рыбу половить, зашел кусочек хлеба у них купить 20 рупий. Целая буханка, которой стоит 35. Там, по-моему, около 30 кусочков. Ну, представляете, насколько они? 30 кусочков на 20, 600 рупий, буханка хлеба. Это 600 раз завышена цена. Ну, это, конечно... На каком пляже находимся? Кавеласим. Кавеласим. Да. Начало пляжа Кавеласим. Мы еще поедем туда подальше. Ну, такой пляж более-менее оживленный. Посмотрите, ребята, развлечения. Есть на парашюте можно полетать. Надо сейчас, мы если увидим, уточним цену, сколько будет по стоимости. Но тоже вижу такой негативчик, рыбацкие лодки. Я как бы уже так к рыбацким лодкам, хоть я и люблю и рыбу половить, и с ними пообщаться, но
когда вдоль пляжа, где реально очень много туристов, рыбацкие лодки, то там, соответственно, мусор. Как видели на наших пляжах, в пляже Колва, это вот, можно сказать, из всех тех пляжей, тут там осталось, по-моему, 3 или 4 пляжа посетить, но из всех пляжей Южного Гоа самый такой негативный — это пляж Колва. Не в плане негативный, ну, во-первых, там очень грязно, очень грязно. Ну и 80-90% там туристы из Индии. Они, как правило, не купаются, столпотворением стоят возле моря. И как бы, ну, если что, спуститесь по ссылочке внизу и посмотрите наш обзорчик пляжа Колвы. Так, и здесь вот, видите, отлив, море отступило. Посмотрите, сколько голов торчит из воды. В основном наши соотечественники. Так что в Кавеласиме здесь много отелей. В основном прилетают по путевкам. И напомню, мы зашли в самое начало пляжа Кавеласим. Сейчас еще немножко вот прогуляемся до конца этих шейков. Ну, а потом мы проедем дальше на основной пляж, потому что мы хотим посмотреть, где нам остановиться и искупнуться. Ну, здесь вход в море, посмотрите, тоже шикарный. Тут можно идти, наверное, по колено через... Ой, я уже очень сильно хочу. Очень жарко, очень жарко. Ну, давай, может, прокатимся, тот посмотрим, и чтобы уже потом уже остановиться. Потому что здесь, я смотрю, очень чисто. А то, если мы покупаемся, травы этой нету, нас нету. разморит и не захотим ехать дальше. Но пляж убирается, посмотрите, чистая уборка. Все шикарно. Ну и шезлонги как бы заполнены, в основном туристов полно. Ну и видим, что и индусов, Боже мой, и... посмотри, как они висят. в смысле? А, Видишь? О, блин, это страшно. да, они вдвоем. Сейчас, если кого-нибудь встретим из этих, уточним цену. 1500. 1500 рупий покататься на... прокатиться на... Спроси-ка, сколько минут? А что дорого? А тайм? Большой круг. Большой круг? А, большой круг, это получается, вот они недавно отсюда взлетели, туда ушли, и до начала, вот откуда мы шли. Ну, это, наверное, минут 10-15, да? Это большой круг, все уже. А, это уже все? Да, это 2 минуты и все. Вот они только взлетели, Да, и уже все. и уже садятся, и получается 1500 за человека, если вдвоем это 3000. 3000 это получается по $40, где-то 35-38 долларов за двоих. Но они только-только вот залетели. Ну да, это 2-3 минуты. Страшно. Катя немножко боится на этих штуках летать, да? Не, ну я бы рискнул бы. Стрёмно. Боишься? Не, ну страшного-то ничего нету, ты же в море упадешь. Ну и смотри, сколько их обслуживают. Спасательный жилет у тебя. Ой, так они просто прицепляют вон этими, одними этими вот штуками. А, это получается, ты летишь не один, а с инструктором, как бы, Да. который управляет. Так что не только вы, получается, не просто одни летите, а инструктор с вами то же самое летит. Все понятно. 1500 рупий на двоих 3000. Стоимость за двоих в долларах это где-то около 38 долларов. Так что такие вот развлечения. Здесь развлечения не только, я смотрю, и таблетка есть. Пойдем, пожалуйста, в воду зайдем. Хорошо, Катя хочет освежиться. Так, ну вот, мы прогулялись по началу пляжа Кавеласим. Здесь он начинается напротив город, деревушка Кавеласим. Вон там дальше продолжение, это все идет пляж. И там дальше тоже есть шейки. Сейчас мы туда с вами направимся. Пойдем, я тебя прокачу на скутере. Если 2000, ты... 2000. Сейчас спросим. 2000. How much? 3 10 minutes, 10 minutes, 3000. 10 минут 3000. Это one человек, one.
А, 2? Вдвоем 10 минут, это 3000. То же самое получается, как и на парашюте. Ну, почти $40 за двоих. Здесь 10 минут. Ну, по-моему, раньше, я дешевле ездил. Я, по-моему... А, нет, так и есть. $20 мы отдавали, но покатался я больше, чем 10 минут. Я, наверное, минут 20, а то и Все, полчаса. что связано с риском, я сразу говорю категорически. Так, Не так. хватает байка. Да, такое вот начало пляжа Кавеласим. Вот эти шейки. Потом идут промежуток без шейков. Ну и в конце там тоже есть шейки. Сейчас мы туда прокатимся и покажем еще продолжение пляжа Кавеласим. И там мы, конечно, остановимся и искупаемся. А то Катя уже больше не может. Прибыли мы на следующую нашу точку. А наша точка называется как? Кавеласим. Пляж Кавеласим. Припарковались мы вот в таких вот джунглях. Кстати, перед пляжем торговые ряды есть. И посмотрите, палатка раз, палатка 2, палатка 3. В общем, вы для себя здесь найдете любую вещицу. Сумочки, украшения, вещи, очки, полотенца. В общем, все. И жду своего туриста. Очень жарко у нас, ребята. Ой-ой-ой. И мы сейчас пойдем с вами в море. Также вот фрукты продают перед пляжем. Опять созывалы. Что-то они меня уже за сегодняшний день немножко поддостали. Я понимаю, что работать надо. Так, что мы здесь видим? Слева, справа. Бляха, песок горячий. Как этот песок нагретый афганским солнцем под 60. Очень песок горячий. Даже в этих просыпается сквозь дырочки. Очень не жгет. Так, шейки видим, туда уже не пойдем. С этой стороны 2, с этой стороны 2. Там чуть-чуть вот подальше есть тоже один шейк. Видим туристов. Видим туристов. И видно, что недавно приехавшие, потому что все беленькие, беленькие, беленькие. Самое страшное, конечно, но время загорать. Но время, наверное, около обеда. Самый пик солнца с 12 до 3. И поэтому, друзья, если вы только приехали, пока у вас тело не привыкло к солнцу, лежите под зонтиком дня 3, как минимум. Потому что будете гореть. И если вы сгорите конкретно, то на несколько дней вы испортите себе отдых. Смотрим пляж. Тоже пляж чистый, чистый. Реально чистый, потому что видно, убирается. Что здесь классно, потому что здесь множество людей. Ну, людей это Шейки потому что есть. Кавеласим такая большая деревушка. Можно назвать даже поселком. И мы проезжали очень много отелей. В основном это туристы по путевкам. И из-за того, что близость к самому городу, здесь вообще метров 300 получается до самого Кавеласима. До центра максимум 500. И получается отели в основном там находятся. И поэтому сюда вот и туристы в основном и приезжают. Ну, ребятки, нам этот пляж, в общем, понравился. Кавеласим, находится он на Южном Гоа. Так что, ребятки, мы немножко прервемся, потому что мы пойдем купаться. Да, потому что очень жарко. Видите, какой заход моря. С детьми здорово, детей тоже много, я вижу. Сейчас мы где-нибудь найдем место, куда мы пойдем. Налево, направо, где мы остановимся. Или прямо здесь бросим? Прямо здесь. Вода просто блаженство. Да, искупнули, дека стану против солнца. Знаете, такое ощущение, что в воде прямо даже жарко было. Вот реально. Ну, особенно возле берега. Я туда дальше сплавал, там хоть немножко прохладнее. А возле берега когда это сюда вообще... еще выходили, то это вообще, я не знаю, сколько она здесь градусов, но она очень теплая, очень. Прогрелось сегодня. Сегодня очень жарко. Так что вот такой вот пляж, друзья. Ну, классно. Кавеласим. Ну, этот заслуживает по 5-бальной системе 5.
и будем выдвигаться домой, чтобы завтра вас встретить с новыми приключениями, с новыми пляжами Южного Гоа. Всё. Самое главное не заблудиться. Да. Ну, на то и они и путешествия, чтобы поблудить по Индии. А оно даже заблудиться, и то интересно. По проселочной дороге куда-нибудь поезжаешь, в какие-нибудь такие, где не ступала нога туриста, там даже очень неинтересно. Ну, интересно, улочки такие узкие-узкие, что там невозможно Там разъехаться разъехаться даже невозможно. скутеру вдвоем. Ну, короче, нам интересно, и Да. Гоа нам нравится. Да, ну и будем, наверное, заканчивать. Давай закончим наше сегодняшнее видео на этом хорошем пляже, прекрасном пляже Кави Ласим, который мы вам рекомендуем. Так Ну, что- от вас, ребята, лайк, колокольчик и подписка. Ну и до новых встреч. Все, пока-пока. Пока. Привет, друзья! А наши путешествия еще не заканчиваются. И мы решили проехать. Да. Потому что на нас напали собаки. Да, посмотрите, в какую мы чащу заехали. Оставили байк, на нас тут напали собаки. И мы после Кави Ласима есть мыс. Красивый такой мыс. И мы решили до него добраться. Справа от меня, ой, слева от меня вот речка, вы видите, как она, Сак? Сак нет? Сак? Сал. Сал. А мы пробуем прибраться к пляжу. Нам надо только найти какую-то здоровую палку, иначе на нас тут какие-то собаки дикие напали. Мы прибираемся вот по таким джунглям, ребят. Немножко странновато. Иди первый. Давай. То вдруг тут тигры или крокодилы. Самое главное, смотри под ноги, змей. Потому что змеи, ребята, здесь вы не представляете. Я был на рыбалке на речке, я был в шоке. У меня такое сложилось ощущение, что змей было больше, чем рыбы. Плавали по реке. Вроде диких собак мы прошли. Катя идет. Сюда вообще, я так понимаю, туристов вообще никаких нету. Не приезжают. Я смотрел на карте, не мог найти его название. Но это мыс, речка, этот Сал, сливается с морем и получается образует такой вот мыс. Сейчас попробуем добраться и посмотреть, что это за мыс, что из себя представляет. Вот такую дорогу еще. Сейчас мы, ребята, попробуем. Я попробую пробиться сюда на байке. Проехать, в принципе, должен. Сейчас пойду за байком и попробуем доехать до пляжа. Ну что? Блин, зараз бегал. Там, получается, ворота, они закрыты на проволоку. Можно было открутить, но не станем нарушать закон. Пойдем лучше пешком. Ну, пойдем. Друзья, смотрите, куда мы вышли. Мы вышли реально на необитаемый. Здесь никого. Поэтому пляж без названия. Но флаг висит. Посмотрите, какие здесь волны красивые. Какие идут перекаты. Обалденно. Какой-то корабль. Вот такая красота. Галя, да это нудистский пляж. Ну да. Кстати, красный флаг и байдарка для охранника, ну которого здесь нету. Ну правильно. Люди впереди. Что здесь делать, если здесь никого нету? Ну, конечно, шикарный. Шикарный дикий пляж. Хоть он дикий пляж, но он чистый и песок очень мелкий. Впереди, да, вот какие-то люди. Мы идем прямо на мыс.
И опять эти собаки. Как они уже достали. Палки нету. Будем что-нибудь искать. Ребята, думал, спасателя нету. Вот он в теньке под навесом притаился. Конечно, на солнце жарко, людей нету. На расслабоне так вот и сидит. Выброшенные такие деревья уже в песке. И там вот речка сливается с морем. Катя отстала. Вот фото красивое бы было, да? Ну, ребята, мы здесь единственные, а мы здесь не единственные. Мало того, что есть вон какие-то черные копатели, как их назвать, я не знаю. Смотри, вон церковь стоит. Да, вдалеке вот церковь стоит. Не знаю, что эти копатели здесь делают. Еще впереди он. Девушка, вроде девушка. Лежит одна и не боится. Да, загорает. Где отели? Здесь нету, мы все. Смотри, нет. А вот смотри, что там за факт. Так это на той, это получается, это на той стороне. Это же, ты же не переплывешь, не перейдешь. Это же широкая река. А мы, получается, вот на таком вот мысе. Да. Смотрите, как красиво перекаты идут по морю. Очень красиво. Ну что, мы добрались до этого места с тобой. Да, можно сказать, это уже самая южная точка Гуа. Там за этим уже мысом получается Агонда пляж и Палалем. Такие крутые пляжи. Выпуски смотрите у нас внизу в описании. Очень, конечно, Палалем нам понравился. Но и этот дикий пляж, этот дикий мыс, посмотрите. Это вот река, которая впадает в море. И вот, ребята, мы добрались. Давно я сюда хотел попасть. Такой вот дикий пляж, дикий мыс. Сюда трудно очень доехать, дороги нету. Ну, пляж, потому что как бы он не для туристов. Можно сказать, такой вот дикий. И здесь вот река Сал, по-моему, Сал. Вот эта река. Во всяком случае, на мапсе так пишется. Да. Она впадает, хотел сказать, в Азовское море. Ё-моё, блин. В море Индийского океана. Вот место впадения. И это вот такая самая южная точка полуострова. Это вообще красиво. Очень красиво. Конечно, где нет туристов, не туристическая зона. Вот это вот Индия. Вот это настоящая Индия. Там в реке, вон видите, какой-то даже остров есть. Песчаный остров. Остров невезения в океане. Весь покрытый зеленью. Катя, прячь нос. Все, ребята, это от нашего Бетал-Батима до этой точки 30 километров. Вот мы на скутере 30 километров сюда приехали. Чтобы... Мне просто, как мечта, не мечта, последних 2 недели я просто грезил мыслью, видел на карте, что такой мыс есть. Хотел побывать здесь и понимал, что не оборудованный пляж, что интересные будут красивые виды, пейзажи. И вот мы добрались, как говорится. 2-недельная мечта моя сбылась. Смотрите, какие перекаты волн красивые. И кто со мной идет? Со мной идет какой-то туземец, который спрятался от солнца. Смотрите, друзья, это, блин, ну это просто не передать. Здесь мелко, и волны такие вот
классно набегают слева и справа. И они встречаются вот в этом месте. Получается вот такая красота, такие вот барашки. Да идти можно очень далеко. Ты сюда, поближе ко мне, здесь нормально. Катю немножко обдала. Ну что, пойдешь? Но вода, это блаженство. Это такое блаженство. Пойду я окунусь. Ну, ребята, погуляв по такому чудесному, красивому мысу, где классные, посмотрите, классные локации, очень классные фото. Все здорово. Мы направляемся, двигаемся обратно, двигаемся к нашему байку. На сегодня будем мы заканчивать, потому что уже, как бы, наверное, часа 3, покуда доберемся до дома, часов 6 будет. Ну, а завтра продолжим мы снимать для вас видео. Так что, ребята, оставайтесь с нами. От вас лайк, колокольчик и подписка. Ну и встретимся в следующем видео. Все, друзья, пока-пока. Пока. Привет вам из Индии. А мы сегодня продолжаем исследовать пляжи Южного Гоа. И мы сейчас двигаемся на север Южного Гоа. Посмотрим, какие пляжи там. И первый пляж, по-моему, у нас там Уторда. Ну, сейчас мы подъедем, будем ехать и посмотрим, и вам покажем. Прибыли мы на очередной пляж, который находится за Маджордой. Сначала идет Беталбатим, Маджорда, а сейчас Уторда. Уторда. Название такое, да, интересное? Да, Уторда. интересное название, у них всегда интересно. Уторда. Если вы не узнали Катю, это она. Она просто решила применить меры предосторожности, меры защиты от солнца. Так, ребята, вот такая парковка для байка. Здесь какой-то магазинчик там с фастфудами продается, храм. Ну и проходим на пляж. Да, кстати, здесь сразу два отеля. Один Resort Дон Педро, а второй просто бич, ну вот и пляж этот Уторда. А просто отель. Уторда, Ну, название. там бич, да. Да, название как бы мы точно не знаем, но Дон Педро, кстати, находится на пляже Уторда. Здесь, кстати, дорожки сразу, да? да. Здесь, кстати, вот тоже покатушки всякие разные есть с телефонами. Да, плюс вот что в этих дорожках. Дорожки для чего? Это, понимаете, когда здесь настолько яркое солнце, что по песку невозможно ходить. И часов после 10 на песок невозможно будет встать. Уже невозможно, честно говоря. И поэтому вот эти дорожки реально спасают. Так, что мы видим на пляже? Куда мы сейчас направляемся? Один шейк. Вдалеке вон я вижу Васко да Гама. Но, честно говоря, он пустой. Но мне кажется, что мы просто рано приехали, и поэтому люди еще просто-напросто не расшевелились, не проснулись. Потому что отель Дон Педро такой нормальный. Я думаю, что еще народ не подтянулся. Так, вот мы, получается, зашли справа на окраину пляжа, а пляж еще сам вон туда. Сейчас мы пройдем, сейчас тут посмотрим. Да, кто-то уже сидит, заказал, кушает. Видим Васко да Гама, видим ребят, которые спасатели и слева, и справа.
Я обратил внимание, где флажок стоит, там они где-то рядышком и сидят. Так, что по уборке? Водоросли опять выбросила ночью. Но вижу, грабельки лежат, значит уборка идет. Вот видно, только-только начали. Напомню, утро. Но я думаю, что пляж уберут. Но пока еще не убрали. Ну, такой нормальный, да? И там дальше. Ну да, да. Ну, там дальше получается Маджорда. Это Маджорда. Да. Ну давай вот сюда немножко пройдем. Уже люди подтягиваются. Да, вроде наши соотечественники уже к шейку подошли. Вот такие шейки. Навесики такие вот классные, белые. Но, правда, не очень чистые. Давно не меняли. У нас как бы меняют почаще на Беталбатиме. У нас вообще там рядышком настолько белые повесили, что просто режет глаз. Ну да, это все зависит от хозяина. А у нас они ярко-синие, тоже красиво, очень красиво. А они в основном упор делают на созывал. Не на красоту, а на созывал. Те, которые созывают кафешки. Но если бы, конечно, поменяли вот эти все навесики, постирали, было бы, конечно, ярко бы, классно. А так они уже от песка запылились. Так, ну вот такой он небольшой этот пляж у Торда. Что по морю, по берегу, да. Сразу, если при отливе, море нормальное. Но, конечно, заход, если будет прилив, заход сразу в глубину. Ну, как можно сказать глубина? Ну, вы видите сами, как бы. Но просто бывают пляжи совсем пологие. Так, ну что, вон море сегодня спокойное. Волны небольшие. Вот опять же эти друзья-спасатели. Небольшой пляж у Торда. Что можно сказать? Ну, пляж среднего класса, как бы. Чем-то даже напоминает наш Беталбатим, но мне кажется, у нас немножко почище, и шатры на шейхах, они новые, и как бы смотрится как бы так это. И просто, что мы уже привыкли к нему. А может, просто, что привыкли уже, как дома. Но мы просто катаемся, мы просто показываем, снимаем для вас видео, а решения уже и выводы какие-то делать, естественно, вам это уже за вами остается. Да, вам на какой пляж мы просто можно... фото-видео показали, ну а вы сами для себя уже сделаете выбор. Каким пляжем воспользоваться и куда поехать. Да, так что не переживайте, возле каждого пляжа есть отель, возле каждого пляжа можно снять дом, что вы пожелаете. Дом, скутер. Да, все это есть. Так что можете приезжать, можете отдыхать. Вещи, одежда, больница, школа, кружки. Все это здесь тоже есть. Ну и по развлечениям тоже как бы есть отели. Даже мы вот ходили, и караоке есть, и какие-то выступления, и танцы. И... Потому что когда мы не были на Южном Гуае, читали про него, впечатление, честно говоря, слаживалось не очень хорошее. Такое слаживалось, как будто это лес, джунгли, пару отелей, людей никого нету. Но, честно говоря, здесь... Перебью. Еще самое главное, спасает в Телеграм вот эти вот сообщества. Те, которые здесь живут очень долго, по полгода, и каждый год сюда приезжают, то они оказывают большую помощь. Любой вопрос вы можете задать, и вам обязательно тут же придет ответ. Да, подсказки. Ну и пляжи здесь, конечно, есть крутые. Палалем особенно. Если хотите посмотреть, спускайтесь по ссылочке. Мы отдельное видео на него сделали. Посмотрите. Там не только пляж, но там и еще и как снять жилье. Сколько снять жилье. Да, и стоимость жилья, стоимость гостиниц, сколько там стоит. Ну, тоже не так уж и дорого, как мы думали. Ну, от вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка. Для тех, кто поддержит канал, огромная благодарность, по которой вы можете спуститься по ссылочке вниз. Там донаты, карты. Ну, а мы с вами держим путь на следующий пляж.
Мы подъехали к пляжу. А как этот пляж называется-то? Пляж Арасим. Арасим. Ну ты знаешь, ну красиво там впереди. Пойдем? Переодеваемся. Ты готов? Сейчас рубашку снимем. Пойдем. Так, ну вот мы зашли на пляж Арасим. Видите, я иду босиком. В кроксах неудобно. И очень горячий песок. Сейчас дойдем до тени. И я все расскажу. Так, что тут мы наблюдаем? Шейк один. Там вон вдалеке есть еще один шейк. Но тоже не уверен. Шейк один. Проезжали мимо, по-моему, 2 или 3 отеля. И вот увидите наших соотечественников. Так что на этом пляже, если вы приедете, то вполне возможно, что будут места заняты, потому что шейк один, шезлонгов мало. Там, по-моему, 2 или 3 отеля, но один такой крупный. И вот утро, а туристы уже подтягиваются, практически все шезлонги заняты. Это самый маленький пляж. Да, это что-то так не очень он. Самый классный пляж это Палалем. Самый ужасный пляж это Колва. Самый маленький пляж это Арасим. Так, Да. дальше еще не могу сказать. Вот вы видите, вот так вот он выглядит. Как Ну, бы чистый, да? пляж, да, пляж чистый. И самое интересное, что водорослей здесь нету. Такое ощущение, что их здесь и не выбрасывало. А посмотри, какой вход классный в море. Ты вот представляешь, хоть он и маленький, но он реально суперский. Да. Вот что. Может, мы и вернемся здесь, потом Смотри, искупаемся. во-первых, здесь больше природы, больше пальмов, обрати внимание. Мгм. То есть классные будут фото для Инстаграм. Я считаю, что он не только маленький, но он и хорошенький, да? Ну да, да. Вы видите сами, да. Фото будут классные на фоне пальм. Это вот, получается, справа, слева немножко такие уже елочки, как я их называю. Вход классный. Волн здесь поменьше, потому что мы как бы в бухте подъезжаем ближе к бухте. Вон впереди Васко-да-Гама город. Ну вот, что классно, что мусора с речки и водорослей здесь не выбрасывает. Может, из-за того, что в бухте и волны так вроде бы поспокойнее немножко. Или мне так кажется? Что оно сегодня Да? вообще спокойно. Ну, Я вот смотрю на людей, да, которые в море, я очень сильно им завидую. ну ничего, сейчас мы еще проедем. Я просто представляю все это наслаждение, когда ты нагреешься на солнце. Пребывание, наверное, 4-часового, да, на солнышке, и ты сразу заходишь в это море. Это просто не описать словами, то, что я чувствую всегда. Это, друзья, я Да, вам правда. скажу, что это Катя рассказывает про себя. Потому что 4 часа ездить, снимать пляжи, допустим, даже не 4, было такое, что мы по 8 часов на байке ездили, снимали. И только в самом конце, на последнем пляже, мы искупались. Поэтому, ну, я думаю, что мы уже скоро тоже искупаемся. Пляж, в принципе, неплохой, неплохой. Минус один, что один шейк, мало шезлонгов, ну, а так для фото тоже соответствует. 4 хорошую можно поставить, можно даже с плюсом. Но этот пляж после Палалем идет, да? Ну, может быть. Ну, нет, здесь понимаешь, что из-за вот единственный недостаток, что нету шейков что и нету шезлонгов. шейков. Но Это- мне самое главное, это вот, наверное, все равно шейк есть, покушать там есть что. Не, ну есть. если есть шейк, то есть и шезлонг. Это немаловажная деталь. Это мы можем Немаловажная, я бросить согласна. вещи и пойти купаться. Я согласна А с некоторые тобой, я понежиться хотят. Ну, хотя вот лежат прямо на песке, тоже ничего страшного нету. Ну, конечно, это тоже тяжеловато. Полежи-ка 2-3 часа под открытым солнцем.
Но все равно, вот мы пришли, да, все равно вот для нас, например, раз, два, три, четыре, я вижу 5 свободных шезлонгов. Ну это утро, не забывай. И сейчас обычно, я думаю, они будут подтягиваться ближе после обеда. Ну, может быть. Потому что сейчас активное солнце, мне кажется. И исходя из того, что здесь три отеля, таких больших, то это Ну да, количество, люди подтягиваются. количество этих шезлонгов, это слишком мало. Слишком. Да, если бы хотя бы вот туда, вон там основная парковка этих лодок, если бы убрали, то вообще бы было бы более-менее, хотя бы соблюдалась хоть какая-то чистота. А так местные наши еще могут аккуратно как бы все сделать, а местные так это все это бросают. Один из самых маленьких пляжей. Это Арасим. Да. Палалем красивый, Колва ужасный. Ну, это наша точка зрения, вам уже делать вывод. Ну, а мы Но, двигаемся. ребятки, и Битл-Батим тоже хороший. Ну, в каждом есть свои плюсы, есть свои минусы. Тут мы снимаем видео, вы подчеркиваете для себя и делаете как бы. Мне вот лучше Битл-Батима нету, потому что, почему? Это середина Южного Гоа, можно поехать как на север, так и на юг Южного Гоа на байке. Одинаковое расстояние, туда 30 километров и обратно, и наверх 30 километров. И до аэропорта, кстати, Да, недалеко. как бы удобно, да. Как говорится, столица Южного Гоа Маргао, всего там, по-моему, 7 километров. Так, ну, ребята, а мы Движемся дальше. Да, двигаемся к очередному нашему пляжу. Приехали мы к самому северному пляжу Южного Гоа. Это пляж Вальсао-Бич. Такая вот как смотровая площадка выстроена, такая интересная. Или это зона отдыха. Так, хотя вдалеке вон еще какой-то есть один пляж, но на карте я его не вижу. Но возможно это как бы оно тоже есть. Вальсао. Какие-то флаги висят. Или это рыбацкие лодки там может стоят. Ну не будем утверждать. Так, пляж вот как раз с высоты хорошо его посмотреть. И один только шейк. И шезлонгов вообще никаких. Соответственно, и туристов нету. Там вот возле спасателя несколько индусов есть. Мы сейчас посмотрим. Так, ну вот мы спустились ближе к пляжу. Видим в основном индусы. Хотя вон там, по-моему, два вроде спасатели. Ну и по мусору тоже. Ну как бы сюда вот лодки не ставят, лодки чуть дальше там ставят, и поэтому лодок нету, и соответственно и мусорить-то особо некому. Так что вот такой вот, так вот выглядит пляж Вальсао. Ну а мы сейчас освежимся, наверное, потому что уже очень жарко, ну очень, да? Да, давай я уже сниму эту штуку. Вы только не пугайтесь. Ой, прям таки. Все у меня уже нормально, но Все прошло, да? Все равно щипет, но не важно. Все, будем мы купаться. Друзья, искупавшись, есть один минус на этом пляже Вальсао. Обратите внимание, видите, неровное дно. Когда вода скатывается,
видно неровности на песке. А если пройти чуть дальше, там такие серьезные ямки, можно сказать. Ну, это очень некомфортно и в плане безопасности, потому что можно там так это и ногу подвернуть. Надо быть осторожным. Так что имейте в виду, что пляж Вальсао для купания тоже, как бы, с нашей точки зрения, не очень. Вот нам махает. Hello, hello. Да. Плюс спасатели нас предупредили. Красно-желтый, красно-желтый. Дальше нельзя. Красным подплывать нельзя. Не знаю, с чем это связано. Может, какое-то течение или что. Или они не берутся ответственность за то, что будут спасать. Так что вот такой пляж Вальсао. Ну, как бы тоже не очень. Вроде хорошо, чисто. Но посмотрите, много сейчас индусов подошло. Наших соотечественников нету, шезлонгов нету, кафешек нету. Так что тоже такой минусовый, трэшевый такой пляж. Ну вот, друзья, показали мы вам все пляжи Южного Гоа. Как бы оценили со своей точки зрения. Конечно, вы сами смотрите, как вам удобно, лучше. Но наше мнение вы как бы услышали, что самый лучший пляж Южного Гоа — это Палалем. Самый маленький это пляж Арасим. Подсказки. Самый маленький пляж это Арасим. И самый худший пляж это Колва. Да. Ну, остальные, в принципе, они все похожи, только разница в чем? По количеству туристов наших соотечественников, по количеству туристов индусов, по количеству шейхов, по количеству шезлонгов. Ну, по уборке тоже есть там где-то, где пляж более такой большой, там убираются сразу в первую очередь. Где чуть поменьше, там чуть меньше. Я считаю, что слова здесь ни к чему. Здесь есть видео, столько людей, столько мнений. Так что, пожалуйста, смотрите видео каждого пляжа и делайте свой выбор. Да, ну и от вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка. И по возможности, если есть возможность, то поддержите наш канал. Ссылочки на донаты, карточки внизу в описании. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.